удивительный город! А что же еще вон там? Мне кажется, там что-то интересное. Это 4 царские гробницы Петры: Дворцовая, Каринская, Шелковая и гробница Урна. Величественные входы были вырезаны в гигантских размерах. Неужели Петра это город гробниц? Не совсем. Просто эти усыпальницы были высечены в скалах и сохранились во времени. А остальная часть города была заполнена зданиями, которые превратились в руины. Пока археологам удалось исследовать лишь малую часть этого города. Вот это да! Кто знает, какие еще сокровища и тайны они смогут найти? Главная улица проходила с востока на запад через весь город. Она была проложена во времена римского правления. По обеим сторонам улицы тянулась величественная колоннада. Западный конец улицы упирался в большой храм, а восточный заканчивался трехпролетной триумфальной аркой. Круто! Наверное, Петре около 2000 лет, раз так много римских построек. Нет, хотя Петра сильно застраивалась во времена римлян, по результатам современных анализов и сканирований в городе были обнаружены пещеры и постройки, которые появились приблизительно за 2000 лет до нашей эры. Нам известно, что история Петры восходит ко временам Моисея и даже упоминается в Библии. Подожди, Фил, упоминается в Библии? Где именно? Город Петра упоминается в Библии под еврейским названием Села. И Петра, и Села означают «скала». И это подходящее название, поскольку большая часть города высечена в скалах. И что же об этом месте написано в Библии? Петра находилась в земле потомков Исава. Между Израилем и жителями Петры постоянно были разногласия, начиная с отказа пропустить Моисея и израильтян через свою землю на пути в Ханаан. А позже, когда вавилонский царь Навуходоносор разрушил Иерусалим в 586 году до нашей эры, жители Петры оказали поддержку завоевателю. За это они были решительно осуждены Богом через пророков Исаию, Иеремию и Авдия. На протяжении веков Петра казалась неприступной в своих величественных скалах, но сегодня ее руины необитаемы. В наше время бедуины обратились к правительству Иордании за разрешением на проживание в Петре, но так как это историческое место, правительство им отказало, и город по-прежнему остается незаселенным. Так исполнилось пророчество о Петре, записанное в Библии. Как Содом и Гоморра были разрушены вместе с соседними с ними городами, говорит Господь, так и там ни один человек не будет жить. Там ни один человек не поселится. Друг, как точно исполняются пророчества, записанные в Библии? И Петра еще одно свидетельство этому. Много лет этот город был утерян, и никто не знал, где он находится. Удивительно, что иногда какие-то истории или факты могут быть скрыты, но потом находится все новое доказательство, подтверждающее Библию.